Сегодня расскажу о том, как я привез мотоцикл из Америки, о том, с какими сложностями это может быть связано, сколько это стоило и стоит ли это делать вообще. Когда я загорелся идеей покупки мотоцикла, тогда я просматривал активную группу Harley Everybody, и там периодически всплывали объявления о продаже мотоциклов по сниженным ценам с аукционов Америки. И тогда, 21 сентября 2020 года, мне на глаза попался именно вот этот мотоцикл. Меня очень удивила цена, заявленная от 334 тысячи рублей. Но нужно понимать, что, например, там 500 тысяч рублей это тоже от 334. Вот, поэтому я не строил больших иллюзий, понимал, что, конечно же, это значит, что это какая-то гипотетически недостижимая или достижимая нижняя планка. Главная засада, которую я разглядел на аукционном листе, это пометка Parts Only. То есть я уточнил у Андрея, что это значит. Он мне сообщил, что значит мотоцикл, что идет без документов. То есть он идет на продажу в США как на запчасти. И эта пометка ставится аукционом, точнее ставится страховой компанией, которая выставляет этот мотоцикл. И после этого мотоцикл нельзя поставить на учет в Америке. Но при этом также, если его вывозить в другие страны, то документы у него будут как на запчасти. То есть ты его повезешь как запчасти и не сможешь поставить в России на учет. Нужно будет там покупать раму, например, и перевешивать все, что достаточно сложно. Но Андрей меня уверил, что у него есть там знакомые, которые за $300 могут помочь решить эту проблему с документами. Это был аукцион с непроизносимым на русском названием IAAAI. Вот. Американцы его просто называют IAA. И видно было, что по фотографиям, что повреждений практически нет. То есть у него есть какие-то небольшие потертости по всему периметру, они обведены белым маркером, и я разглядел помятую дугу, и буквально в одном месте было повреждено ЛКП на заднем крыле. Тоже видно, что дуга туда уперлась и таким образом поцарапала краску. Далее по вину я запросил проверку на сайте autocheck.com, по которой видно, что в принципе все графы проверки мотоцикл проходит хорошо, кроме одной. Это запись называется Long Line Record, вот так она выглядит, и что означает запись о том, что мотоцикл был в залоге. И по сути, возможно, его просто изъяли у человека и выставили на аукцион. И Андрей мне сказал, что мотоцикл без ключей, поэтому придется, эти ключи каким-то образом восстанавливать. Либо там снятием замка, либо заменой замков на новые ключи. Но пока эта проблема меня меньше всего волновала. Ну и вот, мотоцикл проверили. Андрей посчитал смету, состояла на следующих цифр. $2400 это выкупная цена на аукционе, хотя это цена как бы единовременного выкупа, то есть до прохождения аукциона. То есть на самом аукционе, по идее, при торгах цена может быть и ниже, но может быть и выше, тоже по-разному как бывает. Можно, например, ограничиться этой суммой, тогда мы не будем ставку делать выше этой суммы, соответственно, мотоцикл купит кто-то другой, если кто-то больше поставит. Но пока так. Далее, комиссия аукциона самого, который продает, $563. Что достаточно дорого, да? Доставку по США $600. Фрахт или шиппинг еще называют эту статью расходов. Это корабль, который идет из Америки в Владивосток, $600. Документы на мотоцикл, который выше рассказывал, $300. Таможенный сбор $1000. И итого мы получаем $5963, что в рублях по тому курсу 62 рубля составляет у нас почти 370 тысяч рублей. То есть, напомню, от 334 оно уже получается выше. Видимо, как раз неучтенные какие-то статьи на этом сказываются. И вот, я все-таки решил его покупать, осознавая как бы все сложности и риски, решил продолжить покупку. Я сделал предоплату $500, которая зачитывалась за комиссию доставщика в дальнейшем. Да? И мы начали участвовать в торгах.
Наша ставка сыграла даже меньше, чем мы планировали, и, как видно, максимальная ставка наша составила $2200, а выкупная цена изначально состояла 2400. И продавец вправе был отказать продавать, если ставки не дошли до выкупной. И после торгов мы связались, и торговец предложил выкупить его за $2400, что, в общем-то, меня устраивало, и поэтому я согласился. Вот так вот смешно проходят эти торги. Буду в углу писать цену, которая выходит по факту. Итак, мне выставили инвойс по нашему счету на оплату, в котором были следующие статьи расхода. $2400 выкупная цена на аукционе, осталась прежней, прогнозируемый отлично. $563 это стоимость аукциона самого, его комиссии. Значит, $500 комиссия сохранилась, естественно, компании-доставщика, но выросла доставка по США с $600 на $700. И, блин, Карл, $700 это практически 50 тысяч рублей по тем деньгам. Провести мотоцикл около 2000 километров. Ну, понятно, да, расстояние большое, но в США выяснилось, что очень дорого стоит доставка, прям очень дорогая доставка. Мы везли из города Денвер, это штат Колорадо, в Сиэтл, на окраину Сиэтла, в Редмонд, и везли его на пикап-траке. То есть это прицеп, который цепляется к пикапу, на нем было еще 2 мотоцикла, кроме моего. Фрахт вырос на $15 за счет того, что комиссия банка берется, то есть поэтому стало $615. Плюс $20 комиссия, которую берет сам доставщик, у меня он назывался USA Moto Parts, который берет за перегон денег как раз через его счета. Ну, представьте такую ситуацию для России, что ты договариваешься с продавцом, например, там, на сумму там, 50 тысяч рублей, покупку товара, он тебе выставляет счет на 52 тысячи рублей. И в котором 2000 это банковские операции. Ну, как бы это вообще по нашему зашквар, но у них принято так, что они даже налоги не пишут в цене. То есть ты в магазин приходишь, покупаешь пирожное за $10, тебе пробивают чек, там будет $12, может быть, не 12, но 11. Потому что НДС всегда платится сверху. И они вообще все налоги, все прибавляют к цене, просто вот не моргнув глазом. Но вот уже после того, как мотоцикл приехал, я уже познавал другого продавца, стоимости, которые были бы у них. Но понятно, что это как история с слагательным наклонением. Но тем не менее мне назвали стоимость за фрахт почти вдвое ниже, более низкие стоимости на комиссиях. То есть, в принципе, можно было бы немного сэкономить. Но надо учитывать тот факт, что доставка, она плавающая в цене, то есть в зависимости от времени года, от загрузки, от каких-то там факторов мировой экономики, цена за фрахт всегда разная, она может плавать, поэтому не факт, что получилось бы дешевле, поэтому в принципе плюс-минус цена адекватная. Итак, 4 февраля мотоцикл прибывает в Редмонд, его привозят на пикап-траке. Вот его фотографии, так как все это выглядело. С этого момента наступает самое тревожное, потому что в Америке начинаются локдауны. Это штат Вашингтон, где вводится очень много ограничений. И первая неприятность: чиновник, который должен был делать документы для того, чтобы получить документы на вывоз мотоцикла как мотоцикла, этот чиновник увольняется, и ребята говорят, что мы будем искать другого человека. И через какое-то время сообщили, что нашли такого человека, но в другом штате, в Айдахо, из-за чего пришлось ждать еще месяц изготовления этих документов. Электричка тоже идет на Россию, Российскую Федерацию, но еще не готовы документы. Документы будут в течение, наверное, месяца. Меня попросили ребята, хозяева этого мотоцикла, чтобы я сделал короткий обзор этого байка. Байк в отличном состоянии, в принципе, таких больших тут повреждений я не вижу. Также мне сообщили стоимость, что вырастет из-за того, что это другой чиновник, другой штат, и он просит больше, или бы туда мотоцикл надо везти.
В общем, стоимость документов стала $700 за место 300, которые изначально у меня в смете были заложены. Вот. Но, конечно, я согласился, потому что это все равно дешевле, чем мне вести мотоцикл как запчасти и здесь пытаться организовать какую-то либо махинацию с документами, либо переброс запчастей, покупку рамы или еще чего-то. То есть все равно это дешевле, поэтому я согласился на такие условия и получил следующий инвойс на $720, где $20 опять какие-то банковские операции, которые, у нас такого не бывает. И вот 7 марта я получаю title, это как раз документы для вывоза, ура, документы готовы. И 9 марта мотоцикл отправляется в порт. А дальше опять начинаются мучительные ожидания, потому что порт закрыт, и контейнеры набраны, и ничего не происходит. То есть мотоцикл с этого момента почти месяц простоял в порту, и только 2 апреля он был погружен в контейнер. Впереди долгое плавание, и контейнер выходит из порта 6 апреля. Как мне поясняли до этого, что около 15 суток контейнеровоз плывет. По факту 28 апреля он пришел в Корею, там был выполнен перегруз на более мелкое судно, и он после этого отправлен в Владивосток. Мотоцикл был на таможне, и мне был выставлен счет на 112 тысяч рублей. Напомню, в первой смете таможня была $1000. Как я начал выяснять, что, оказывается, в начальной смете был упущен сбор брокерский. Я, конечно же, начал узнавать, что это за брокерский сбор. Также узнал, что у всех он присутствует. Это, по сути, оплата услуг человека, который на таможне решает проблемы со всеми документами и оформлениями. Вот. И он стоит практически $500. То есть на $500 мы смету неправильно посчитали изначально. И еще не было учтен оплата из БКТС и прочих мелочей. То есть $1000 это только лишь таможенный сбор, а все остальное мы не посчитали. Точнее, не мы, а Андрей не посчитал, который мне должен был все еще посчитать. Из Владивостока до Москвы он ехал поездом, стоило это около 15 тысяч рублей, что добавлю в смету эту цифру. Вот 19 мая, ура, мотоцикл прибыл в Москву. Мне предложили вариант, то есть либо он приходит на железнодорожный Казанский вокзал, прибывает, и я его там сам забираю, куда-то гружу, куда-то везу. Мне это было неудобно, потому что они предложили мне еще вариант, что они за 3000 рублей там довезут его на грузовичке, довезут в сервис, где можно его посмотреть, попробовать запустить там и так далее. Ну, и я согласился, и уже к вечеру поехал туда. И ура, когда он пришел, мы открыли кофр. Владельцы Харли Дэвидсона называют это турпак. И в его кармашке оказалось, помимо документов, сервисной книжки и каких-то еще документов из Америки, тряпочек, там прикольных всяких штук, запчастей, которые были сняты с мотоцикла, обнаружился также и ключ. Но самая проблема была в том, что если бы не было ключа, то мы бы не смогли открыть бензобак, а если бы не смогли открыть бензобак, не смогли бы залить бензин, не смогли бы залить бензин, не смогли бы завести. Но поскольку ключ у нас оказался в кофре, то мы успешно его заправили, подключили пускач, немножко подзарядили, и он завелся сразу же прям, то есть это порадовало.
в одном из последних роликов упоминал меня и рассказывал мою историю, а также привел скриншот моего комментария, отзыв про его работу. На самом деле он не совсем правильно меня понял, но и я, может быть, немножко погорячился. В действительности я не имею претензий ни к Андрею, ни к USA Motor Parts. И более того, я даже благодарен всем тем людям, которые участвовали на этом долгом, сложном, длительном пути. Мой отзыв заключался лишь в том, что он сам меня его попросил. И он заключался в том, что отзыв призван к тому, чтобы люди могли улучшить свою работу. А улучшить ее можно было как раз в части прогнозирования стоимости мотоцикла, которая изначально была ошибочной. Я понимаю, что приставка «от», наверное, нивелирует эту вину, но в то же время как бы ошибаться на 30% от стоимости — это некорректно, неправильно. Неправильно, как сказать, вселяют надежду в людей. А теперь совет тем, кто собирается покупать мотоцикл из США или здесь. Первое, что если вы везете из США, то обязательно должен быть договор с поставщиком, в котором будут прописаны все комиссии, цифры, ну хотя бы в долларах США, но все пошлины, сборы, комиссии за переводы, все должно быть указано, тогда эта цена будет спрогнозирована более точно на ранних этапах, не будет каких-то неожиданностей впоследствии. Сравнивайте цены разных поставщиков. Совершенно разные поставщики возят разными контейнерами. Кто-то встраивается в чужие контейнеры свои 4 мотоцикла, а кто-то забивает свой собственный контейнер. От этого цена может отличаться почти вдвое за перевозки, может отличаться за шиппинг, может отличаться за комиссию, в зависимости от того, какие возможности у компании, которая занимается доставками. Ну и третье, если вы новичок и не разбираетесь в мотоциклах, то постарайтесь в услугах доставки предусмотреть такой пункт, чтобы мотоцикл, когда привезут, чтобы его поставили вам на ход, привели в чувство в минимальном хотя бы виде, провели ему обслуживание, чтобы он был на ходу, и если вы приедете забирать его на ЖД вокзал, чтобы он уже запускался, вы могли на нем уехать с этого ЖД вокзала туда, куда вам нужно. По факту все равно получилось дешевле, чем я бы покупал мотоцикл здесь, примерно на 100 тысяч рублей, где-то мне получилось дешевле 100-150, может быть, тысяч рублей. Но какие риски мы имеем? Стоит ли его заказывать из Америки или не стоит? Это зависит от того, насколько вы человек, который готов рисковать и готов на такие приключения с ожиданиями мотоцикла и с решениями всех этих проблем по пути, ну, как правило, финансово. Когда вы заказываете мотоцикл из Америки, вы не знаете, в каком он состоянии, кроме того, что вы можете оценить по фотографиям. Вы не знаете состояние внутренних деталей, даже не знаете, запускается он вообще или нет. То есть об этом вам никто не скажет ни на каком этапе, потому что всем там по барабану вообще работает. Хочешь бери, не хочешь не бери. Как бы никто там не парится и не волнует никого. Но за счет того, что цена порой до 30% ниже, чем здесь, то этот риск порой бывает оправдан. Рисковать или нет, каждый решает сам для себя, поэтому никому ничего советовать не буду. Как есть, рассказал, дальше думайте сами. В моем мотоцикле, например, были некоторые огрехи, но в принципе он ездил, заводился, и по состоянию было возможно, не вкладывая в него денег, продолжить его эксплуатацию. Но поскольку я его разбирал, я там что-то менял, об этом я буду рассказывать в следующем ролике. А я надеюсь, что вам этот ролик был полезен. Если вдруг что-то забыл или что-то неправильно сказал, можете уточнять в комментариях, всегда буду рад вам ответить. Увидимся в следующем ролике, в котором я расскажу вам про все технические нюансы, о том, как что устроено, что везлось, какие бывают подходы к обслуживанию мотоциклов. Не забудьте лайки, подписка. Увидимся, пока.